Познакомьтесь, это Вера. Девушка с 3 большими страстями. Новозеландский савиньон, Риттер Спорт с лесным орехом и бег. Решила сделать легкую пробежку. Свой первый день 40-летия. Не лучший пример для подражания, но, как говорится, что выросло, то выросло. Первые 2 — так, ерунда. А вот бег — это серьезно. Первый полумарафон Вера одолела в апреле. Говорит, до сих пор отойти не может, так сильно впечатлилась. Я хочу плакать и смеяться одновременно. Ну, раз уж на вкус пришло, почему бы и не пробежать второй? Вера начала тренироваться. Как она готовилась? Да как могла, так и готовилась. Между приемами солнечных ванн на пляже, вечерними прогулками и культурным обогащением в музее. Это Бруклин, 1819 год. А еще открыла для себя новый спорт – хайкинг. Глядишь, 4-я страсть на подходе. Смотри, я увидела какую-то каменную постройку. Есть желание сходить в дом с призраками? И вот наступает священная дата – 19 октября. Пожелаем ей удачи. Вперед, Вера! Удивляй нас своей несерьезной, но отчаянной подготовкой. Доброе утро. Обычно за день до рейса ты приезжаешь в Экспо, забираешь там свой VIP-номер, либо же заказываешь доставку, если ты не хочешь никуда ехать. В этот раз либо доставка, либо ты должен приехать предварительно в парк, найти палатку и забрать свой номер. Смею предположить, что очередь будет длиной в жизнь, поэтому мы приехали чуть раньше, так как палатка закрывается в 7:30, в 8 началом забега. И если ты не успеешь забрать свой номер, ну, можешь, конечно, бежать, но результат твой засчитываться не будет. Красота, красота. Ничего не видно. Люди с фонариками идут. Этот полумарафон, он будет чуть поскромнее, организация попроще, не такая, как у бруклинского марафона, но тем не менее. Я хотела пробежать именно осенний полумарафон, и мне хотелось пробежать его в проспект-парке. Парк не самый простой для меня, мне кажется, я говорила уже неоднократно. Один круг будет примерно где-то 5 километров. В этих 5 километрах есть несколько подъемов, и один из них жесткий. Для меня жесткий. Поэтому марафон включает 4 серьезных подъема для меня. Как говорит мой тренер, что я иду на свой пиар, мой персональный рекорд должен сегодня случиться. Честно говоря, я не уверена, что он случится, потому что все-таки я буду бежать по холмистой местности. Луна освещает нам путь. Фонарей в парке нет. Нет, они есть, конечно, но там к проезжей части, ближе к дороге. А вот здесь, конечно, пешеходные тропы, они совсем темные. Там туалеты. Так что здесь хотела поснимать вам, показать, как это все происходит, но судя по тому, как темно, блин, могу показать только что. Ничего. Hi, I don't have my EC code. My last name You'll do a half marathon or CS. You don't have the they didn't email you any? Oh, they did. I just don't have it with me. Cool. So you could get pins down there. Thank you so much. 2, Gotta get the 3, t-shirt. 4. Номер 925. Я уже не в категории, а в рукаве, в коридоре, как называют, да? Си. Уже не в самой жопе, уже чуть ближе к людям. Это радует. Поэтому я думаю, что следующий мой полумарафон уже будет в категории B. Где майки? Они, ну это не свои майки, да? Excuse me, do you have t-shirts? T-shirts are over there. Oh, thank you so The much. tent over there. Thanks. Thank you so much. Так, ну что, маечка такая симпатичная. М-ка. Ну, потом при свете покажу. Ну, такая ничего. Для коллекции. Ни хера не видно, правда? Прикольненько, такие листичка, синие. Цвет симпатичный, винный. Ох уж эти рассветы в Нью-Йорке. Плохо видно, но там так сейчас красиво. Оранжевый рассвет. Я не знаю, что вообще, друзья мои, вы увидите в этом влоге. Просто темное пятно вместо парка. Теперь надо сходить в уборную.
убраться. И можно попить кофе. Мы с тобой взяли кофе с такими барами. Очереди нет. В прошлом и полумарафон. Такая очередь была, что я думала, случится непоправимое. Я не успею сходить в туалет перед полумарафоном, но я успела. Рассвет на фоне туалетов общественных. Какие ощущения, как себя чувствуешь? Чувствую себя нормально. Нет такого волнения, как первый раз. Ну, нифига себе девушка. Девушка уже до глубоких седин. Если я буду в ее возрасте бегать и так приседать, я уже не всегда... Вау! Не всегда с кровати легко стою. Посмотри, какая она молодец. Ей лет 70. Класс. Класс, 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 класс. Взросление может быть разным. Я за такое. Вот за такое. Я хочу получить удовольствие. Первый раз я ревела на финише. Мне бы... И всю дистанцию я очень напряженно себя чувствовала. Я переживала очень сильно. Сейчас я хочу постараться приблизиться к своему лучшему результату, но в то же время получить удовольствие. Так сильно не стрессовать. Хочется и результат хороший, в то же время получить удовольствие от самого мероприятия. Все стягиваются в одну точку за номером. И по-прежнему полнолуние. Сколько у нас время? А время у нас ровно 7. Скажем так, физически ты готовая, не готовая, как себя чувствуешь, как ноги? С учетом того, что я 5 дней до этого работала, ноги мои, все хорошо. Это было жарким, поэтому не могу сказать, что там были серьезные подготовки. Но последние пару месяцев я готовилась. Я чувствую, что я сильнее гораздо, чем в апреле, моя первая половинка. Вот в данный момент, мне кажется, я как Рокки Бальбоу. Ну, Я это готова. Понятно. Какой результат Хочу? ждем? В общем, мечта у нас 5:15, ну 5:30, 5:37 мы тоже будем рады. Я еще не начала забег сегодняшний, но мне уже хочется... Следующий. Да, мне хочется... Ну это, я не знаю, это какая-то кардиоигла, я не знаю, как это объяснить. Я понимаю, что мне сейчас будет жопенски тяжело, я буду умирать, буду выплевывать легкие. Мне даже от взгляда человеческого будет тяжело. Так всегда, когда ты бежишь, у меня лично. Но я знаю точно, какой я получу кайф, когда пробегу. Так всегда. Просто это что-то невероятное. Я не знаю, с чем это сравнить. Ну, сейчас реально холодно. Очень холодно. Сопли текут. Хочется надеть перчатки, шапку и куртку. Вот уже булавок не осталось. С утра была целая куча. Как хорошо, что мы пришли чуть-чуть заблаговременно. Видите, уже какая большая очередь сформировалась. У Кристиана оказалась шапка и перчатки. Я бы не додумала взять с собой. Дико холодно, но мы держимся. А вот, кстати, да, можно сделать массаж, и все это бесплатно, то есть даром. Таким образом упаковывают вещи, потому что достаточно холодно. Если ты приезжаешь один, например, у тебя нет с собой компаньона, кто может забрать твою куртку или какую-то верхнюю одежду, ее так упаковывают, расформировывают по зонам, и потом после забега ты можешь переодеться. Что тут еще? Друзья мои, но это точно уровень. Это категория F, а я бегу в категории C. О, это круто. Вообще, просто в первой тройке. Ну, не то чтобы по скоростям, я больше чем уверена, что в категории F есть люди, у которых PR в разы лучше моего, но сам факт, с учетом того, что я начинала примерно, первый мой полумарафон примерно здесь, а второй я уже в F. Какая красота! Ой, точнее в C. Это очень красиво. Я так могу напиться кофе. До старта 13 минут. И я возвращаюсь в туалет.
Я хочу в туалет. По маленькому пока что. Идти мне минут 5, потом 5 минут обратно. Не знаю, будет ли там очередь. Время без 5. Я успела сходить в туалет. Бегу к своему выходу. Я так бежала в туалет с такой скоростью, что я уже размялась, и мне кажется, что пиар отработала. What's so proudly we hail at the twilight's last gleaming, beneath your stripes and bright stars, through the perilous skies, o'er the ramparts we ride, who are so gallantly streamed. And the rockets red glare, the bombs bursting in air came through. Мы почти у цели. Вера, 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 Вера! Километров, 25,5. Движемся дальше. Вера! Давай, 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 давай. На 9 километров. Сейчас удобная дорога, небольшой спуск. Поэтому решил записать. Чувствую себя нормально. Ну, как нормально. Стараюсь быть в форме, расслабиться и получить удовольствие. Я же хотела, например, хочу пить водичку. Очень хорошо. Так. Уже как будто лучше. В общем, короче, приближаюсь к экватору. Вера бежит. Давай, давай. Давай, 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 давай. Хорошо, хорошо, хорошо. Вера, 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 давай. Кристиан, как настоящий папарацци. Любовь моя в кустах поджидает меня. Сейчас меня поджидал на 10-м километре. Люблю тебя. Километров. Силы уже немножко покидают. Я держусь, лишь бы коленка не подвела. Стараюсь бежать, медитировать. Думайте прекрасно. 700 метров осталось. Давай, давай. It's finished. It's finished. Oh, yes. It's finished. Вера подходит. Let's say a big high. So folks, if you're playing to the finish line, which is always nice and fun to see. Вера! Привет!
май гад. Пока что не плачу. Я это сделала. Как я понимаю этих людей, которые уже пробежали и просто теперь чилят. Это такое счастье. Это такое счастье. Я, кажется, побила свой рекорд. Какой телефон? Я обещала не плакать. Ты моя самая лучшая. Рассказывай эмоции какие. Ты что, как ты чувствуешь? Просто какой-то... Говори сразу, то, что на душе. Как будто, я не знаю, какой-то айваска трип. Чувства невероятные, господи. Я вот прям сейчас готова выпить пиво, а завтра бежать, ну, может быть, не завтра, уже марафон. Это, сейчас еще потом мне пришлют результаты, но если верить Страве, Сколько получилось? Покажи медальку. умру. Даже конкретно. Сейчас я скажу. Если верить Страве, то у меня 5:25. Вау! Молодец! Умница! 5:25. Я даже мечтать не могла. Я думала, если 5:30, 5:40 получится, 6, 10. Вот что значит системно готовиться. Неважно к чему. Что угодно, везде важна система. Тренировки. Да. Если бы кто-нибудь мне сказал лет 5 назад, когда мне было 35, что я в 40 пробегу 2 полумарафона с таким пейсом, я бы сказала, ребят, поэтому все круто. Ну что, Вера, ты просто молодчина. Полумарафон с пейсом 5:26. Да это же фантастика. Особенно если учесть, что утро выдалось с температурой Аляска. Молодец, Вера. Но если честно, я ни на секунду в тебе не сомневался. Давайте все дружно поаплодируем. С таким запалом она еще и 6 лучших марафонов пробежит. А вам, друзья, спасибо за просмотр. Если хочется поддержать Веру, ставьте лайк или оставляйте комментарий, как вам больше нравится. А чтобы не пропустить новые события, можно и подписаться. Все только по желанию, конечно. До встречи в следующем влоге.